Всем привет, с вами Светлана. Сегодня мы разберем, что реально происходит на рынке недвижимости в Болгарии. В этом видео актуальные цены на квартиры и дома, где искать лучшие предложения, реальные прогнозы, что будет с ценами и, самое интересное, сколько стоит дом в болгарском селе. Почему столько пустующего жилья? Когда лучше покупать? Какие ошибки совершают новички? Будет честно, без воды и с реальными цифрами. Сколько сегодня стоит жилье в Болгарии? Как изменились цены с момента нашего прошлого обзора? И самое главное, что можно купить или арендовать за разные бюджеты? Но это еще не все. В этом видео мы не только разберем актуальные расценки, но и выясним, куда движется рынок, ждать ли снижения цен или наоборот недвижимость продолжит дорожать. А еще мы покажем реальные цены на дома в болгарских селах. Сколько стоит уютный домик у моря? Ответ вас удивит. Вот интересный факт. Болгария занимает 4-е место в Евросоюзе по доле жителей, владеющих собственной недвижимостью. В то время как в Германии, которая находится на последнем месте, лишь 46,7% граждан могут похвастаться собственными квадратными метрами. Чтобы дать вам максимально точную картину, мы детально рассмотрим 3 ключевых города. София – сердце страны и главный экономический центр. Варна – морская столица Болгарии, популярна среди экспатов. Бургас – современный город на побережье и один из самых динамично развивающихся. Во второй части выпуска вас ждет: где цены растут быстрее, эксклюзивный прогноз развития рынка, куда двинутся цены и какие возможности открываются для инвесторов в ближайшем будущем. Цены на аренду в разных городах. Стоимость аренды зависит не только от города, но и от района. Давайте разберем, какие варианты можно найти на рынке сегодня и как изменились цены за последний год. София – столица Болгарии. Однокомнатная квартира-студия от 250 евро. Пример. Обычная квартира в районе Орландовцы за 265 евро. Еще год назад средняя цена аренды здесь была 250 евро, а теперь уже 370 евро. Двухкомнатная квартира от 350 евро. Пример. Квартира в районе Горная Баня 65 квадратов за 375 евро. Важное условие: без домашних животных, 2 депозита. Год назад средняя цена в этом районе составляла 271 евро. Трехкомнатная квартира от 450 евро. Пример. Аналогичная квартира 65 квадратов в том же районе Горная Баня за 465 евро. Еще год назад средняя цена такой аренды была 330 евро, а сейчас уже 427 евро. Рынок аренды в Софии активен. Есть свыше 1000 вариантов, особенно много предложений на 2- и 3-комнатные квартиры. Варна – морская столица. Однокомнатная квартира-студия от 150 евро. Пример. Мини-студия всего 15 квадратов за 160 евро в районе спортзала. Год назад средняя цена в этом районе была 190 евро, а сейчас 218 евро. Двухкомнатная квартира от 200 евро. Пример. Квартира 48 квадратов в районе Владислав-Варнинчик за 225 евро. Обещают легкую парковку. Еще год назад средняя цена в этом районе была 210 евро, а сейчас уже 285 евро. Трехкомнатная квартира от 300 евро. Пример. Квартира 65 квадратов в районе Владислав-Варнинчик за 300 евро. Еще один вариант – 62 квадрата в районе Винница за 300 евро. Там же год назад средняя цена составляла 350 евро, а теперь 534 евро. В Варне рынок аренды активен, особенно в сегменте 2- и 3-комнатных квартир. Предлагается свыше 1000 вариантов. Бургас – динамично развивающийся город на побережье. Однокомнатная квартира-студия от 230 евро. Пример. Новая квартира 30 квадратов в районе Возрождения за 230 евро. Интересно, что средняя цена в этом районе стабильно около 145 евро. Двухкомнатная квартира от 280 евро. Пример. Квартира 45 квадратов в районе Славейков за 280 евро. Год назад средняя цена здесь была 195 евро, а сейчас 218 евро. Трехкомнатная квартира от 280 евро. Пример. Просторная квартира 72 квадрата в районе Возрождения за 280 евро. Еще год назад средняя цена здесь была 242 евро, а теперь 261 евро. В Бургасе предложений заметно меньше, чем в Софии и Варне. Это говорит о том, что рынок аренды здесь более ограниченный, а спрос, скорее всего, выше. Эти цены указаны для долгосрочной аренды жилья при заключении договора на год и более. Дополнительные расходы при аренде. При подписании договора аренды помимо арендной платы необходимо внести депозит, который, как правило, равен стоимости 1 месяца проживания. Если вы пользуетесь услугами риэлтора, придется доплатить еще и ему. В Софии агентское вознаграждение
вознаграждение составляет 100% от месячной арендной платы. В Варне эта сумма составляет 50%. Таким образом, если квартира стоит 500 евро в месяц, вам придется сразу заплатить в Софии 1500 евро, аренда плюс депозит плюс агентские услуги. В Варне 1250 евро. Краткосрочная аренда. Если речь идет о краткосрочной аренде на срок менее 6 месяцев, цена будет значительно выше, зачастую в 1,5-2 раза дороже стандартной ставки. Многое зависит от сезона, расположения квартиры и возможности договориться с хозяином. Особенности аренды в Болгарии. Иностранцам сложнее найти жилье, особенно если нет официальных доходов в Болгарии или ВНЖ. Животные, тогда сложность поиска возрастает, а цена аренды, скорее всего, будет выше. Коммунальные платежи не включены в стоимость аренды. Помимо самой аренды, жильцы платят за электричество. По счетчику зимой затраты на отопление могут быть высокими. Водоснабжение также отдельно. Таксу поддержки – эквивалент квартплаты, если квартира в комплексе с управляющей компанией. Вопрос-ответ. Где местные ищут недвижимость в Болгарии? Инсайт от местных. Забудьте про риэлторов, они чаще работают с дорогими объектами. Топ-4 платформы для поиска жилья. Imati.bg, Bazar.bg, Allo.bg, OLX.bg. А все лайфхаки и информацию о недвижимости в Болгарии я собрала в PDF-гайде. Ссылка в описании к видео. Необычные нюансы жилья в Болгарии. Санузлы. В большинстве квартир совмещенные ванные комнаты. Часто нет душевых кабин, и вместо них так называемый итальянский душ, просто слив в полу и насадка на стене, без поддона и перегородок. Отопление. В Болгарии практически нет центрального отопления, исключение некоторые районы Софии. Зимой жильцы пользуются кондиционерами, конвекторами или масляными обогревателями. Многие экономят, активно используя ночной тариф на электричество. Важно! В новых жилых комплексах, ориентированных на иностранцев, встречаются ванны и душевые кабины, а также более современная система отопления. Пустующее жилье в Болгарии. Почему так много и что с этим делать? Когда вы гуляете по улицам Софии, Варны или Бургаса, сложно представить, что треть всего жилья может пустовать. Однако это реальность болгарского рынка недвижимости. Кто живет в квартирах Софии? 49% жилья занимают собственники, люди, которые приобрели квартиру и живут в ней сами. 6% жилья занимают родственники или знакомые владельцы, живущие бесплатно. 8,5% арендуемое жилье, уже сдающееся в наем. 0,6% жилье, которое ищет арендатора. 1,8% выставлено на продажу. 34% пустует и не продается, не сдается, не используется. Феномен пустующих домов в Болгарии. Этот феномен особенно заметен в этих городах. София – 34% пустующих квартир. Бургас – 53,7%. Видин – рекордные 55,4% пустующих домов. Почему это проблема? Города вынуждены строить дороги, коммуникации, канализацию, электрические сети и транспортную инфраструктуру для домов, заселенных наполовину. Это экономически невыгодно и создает неэффективное использование городских ресурсов. Почему жилье не продается и не сдается? Есть несколько причин, почему владельцы держат квартиры пустыми. Инвестиции вместо депозитов. Банки перестали давать проценты по депозитам. В Болгарии даже появились минусовые ставки, когда за хранение денег приходится платить. Люди вкладывают сбережения в квартиры, так как это безопаснее банка. Сверхбогатые покупают недвижимость как актив. Покупка квартир – это способ сохранить капитал. Некоторые владельцы не заинтересованы в аренде, так как считают, что это хлопотно и рискованно. Недвижимость как инструмент спекуляции. Некоторые покупатели рассматривают квартиры как временный актив. Они ждут роста цен и потом перепродают дороже. Это создает искусственный дефицит, из-за которого растут цены на жилье. Страх сдачи в аренду. Многие владельцы боятся порчи квартиры. Вывод. Рынок недвижимости Болгарии перегрет. Доступность жилья для аренды и покупки снижается. Города теряют активное население из-за пустующих квартир. Что дальше? Эксперты считают, что Болгарии нужны налоговые реформы. В некоторых странах налог на пустующее жилье уже действует. Возможно, со временем это будет введено и здесь. А вы бы купили квартиру, даже если не планируете в ней жить? Вопрос-ответ. Можно ли мне получить ипотечный кредит на покупку недвижимости в Болгарии? Да, если у вас есть ПМЖ или болгарское гражданство. Ставка по ипотеке около 3% годовых. Для оформления нужен доход минимум 1500-2000 лев или 750 тысяч евро в месяц. Первоначальный взнос от 20% от стоимости жилья. Справка о доходах лучше официальная зарплата в Болгарии. Общие тенденции на рынке недвижимости в Болгарии.
Растущие районы: Винница, Варна, Аспарухова, Варна, Медный рудник, Бургас. Падение цен: Люлин-1, София, Долно-Эзерово, Бургас. Новостройки без отделки дешевле, но требуют дополнительных вложений. Цены на вторичное жилье часто ниже, но такие квартиры требуют ремонта. Вывод: рынок недвижимости в Болгарии динамичен, а покупка квартиры требует тщательного анализа. Разброс цен в одном районе может достигать 20-30%, а сезонность и экономические факторы вносят свои коррективы. Покупка недвижимости в Болгарии. Хотите купить собственное жилье? Давайте разберемся, какие варианты доступны в крупнейших городах страны и как меняются цены на недвижимость. София. Однокомнатные квартиры в новостройках начинаются от 55 тысяч евро, двухкомнатные от 75 тысяч евро. Пример. Квартира в районе Люлин-1. Цена 75 тысяч евро, площадь 61 квадратный метр. Состояние: без отделки и мебели. Тенденции. Год назад средняя цена была 65 тысяч евро, а сейчас упала до 49 тысяч евро. Факт. София – это мегаполис с активным рынком недвижимости. Здесь цены на квартиры зависят от локации, близости к метро и инфраструктуре. В более престижных районах, таких как Лазенец или Исток, цены могут быть в разы выше. Варна. Однокомнатные квартиры стартуют от 40 тысяч евро, но иногда встречаются и более бюджетные варианты. Двухкомнатные от 50 тысяч евро. Пример. Квартира в районе Аспарухова. Цена 38 тысяч евро, площадь 28 квадратных метров. Локация: на другом берегу Варнинского озера. Тенденции. Год назад средняя цена здесь была 31 тысяча евро, а сейчас подскочила до 48 500 евро. Квартира в районе Винница. Цена 56 тысяч евро. Состояние: без отделки. Тенденции. Год назад цена была 68 тысяч евро, сейчас 90 тысяч евро. Рост почти в 1,3 раза. Факт. Варна считается летней столицей Болгарии, и спрос на недвижимость здесь зависит от сезона. В зимний период цены могут быть ниже, чем летом. Бургас. Однокомнатные квартиры от 40 тысяч евро, двухкомнатные от 52 тысяч евро. Пример. Квартира в районе Медный рудник, на стадии акт 14, без завершенной отделки. Цена 38 500 евро, площадь 33 квадратных метра. Тенденции. Год назад средняя цена здесь была 29 тысяч евро, сейчас 35 тысяч евро. Квартира в районе Долно-Эзерово. Цена 52 тысячи евро, площадь 47 квадратных метров. Тенденции. Год назад средняя цена была 64 тысячи евро, а сейчас 50 тысяч евро. Факт. Бургас привлекает тех, кто ищет спокойный морской город с развитой инфраструктурой. Цены здесь более стабильны, чем в Варне, но тоже зависит от близости к морю и состоянию дома. А теперь переходим к домам. Болгарская недвижимость – это не только квартиры. Многие задумываются о переезде в собственный дом, где можно наслаждаться природой, тишиной и просторным участком. А кто-то ищет дачный вариант за небольшую цену. Так какие варианты есть сегодня на рынке? Давайте разберемся. Просторный дом с большим двором – 15 тысяч евро. Местоположение: область Бургас, село Черково, участок 2800 квадратных метров, дом 120 квадратов, 2 уровня, партер плюс первый этаж. Состояние: требует ремонта. До моря 50 минут на авто. Если вам нужен большой участок и просторный дом по низкой цене, этот вариант может вас заинтересовать. Однако важно учитывать, что дом требует ремонта. Уютный дом с начатым ремонтом – 35 тысяч евро. Местоположение: область Бургас, село Спарухово, участок 1330 квадратных метров. Дом 66 квадратов. 3 комнаты, гостиная, ванна, большая терраса. Состояние: начат ремонт. Установлены окна, двери, новый бойлер. Дополнительно: плодовые деревья, виноградники. До моря 40 минут. Отличный вариант для тех, кто хочет жить в доме и доделать ремонт под себя. Готовый дом с бассейном – 38 500 евро. Местоположение: область Бургас, село Кошарица, участок всего 10 квадратов, дом 66 квадратов, 3 спальни, гостиная с кухней, ванная. Состояние: полностью готов к проживанию. Дополнительно: бассейн, до моря 15 минут на авто, минус маленький участок. Если вам нужен огород, этот вариант не подойдет. Дом конструктору моря – 14 тысяч евро. Местоположение: область Бургас, город Китен. Дом 21 квадратный метр. 2024 года постройки. Состояние: базовая модель. Готов к установке. Особенности: можно установить на любом фундаменте. Сборка за 8 недель. Идеальный вариант для тех, кто хочет быстро получить новый дом у моря. Однако участок в стоимость не входит. Полностью готовый модульный дом – 51 тысяча евро. Местоположение:
можно установить в любом месте. Дом 34 квадрата, утепленный, полностью меблированный. Дополнительно, бытовая техника Bosch, Горинье, возможность подключения солнечных панелей. Главное преимущество – не требует разрешения на строительство, если установлен на платформе с шинами. Дом с участком почти 2000 квадратов, 65 тысяч евро. Местоположение – область Бургас, село Спарухово. Участок 1975 квадратов, дом 65 квадратных метров, с гаражом и отоплением. Дополнительно сад, роза, фонтан, зона для барбекю, старые хозяйственные постройки. До моря 40 минут. Отличный вариант для тех, кто хочет завести ферму. Дом за 8 тысяч евро. Реально ли? Местоположение – область Бургас, село Девятак, участок 1800 квадратов. Дом 80 квадратных метров. Балочная конструкция, до моря 1 час. Да, такие цены еще встречаются. Дом, конечно, требует ремонта, но земля в Болгарии по-прежнему доступна. Дом за 7 тысяч евро. И не в деревне, а в городе. Местоположение – область Шумен, город Новый Пазар, участок 1500 квадратов, дом 77 квадратных метров, подключены свет и вода, до моря 1 час. Вероятно, потребуется серьезный ремонт, но это один из самых дешевых домов в Болгарии. Хотите увидеть больше обзоров таких домов? Напишите в комментариях, какие варианты вас интересуют, и мы подготовим новую подборку. Вопрос-ответ. Что будет с ценами с переходом Болгарии на евро? Миф. Цены на жилье взлетят из-за евро. Реальность. Рост будет, но умеренный, так как банковские ставки по ипотеке тоже вырастут. Доходы населения не увеличатся сразу. Опыт других стран показывает, скачок цен кратковременный, затем стабилизация. Прогноз. Что будет дальше с ценами на недвижимость в Болгарии? Без резких законодательных изменений рынок останется стабильным, если государство не примет новых мер по регулированию рынка. Цены на недвижимость, скорее всего, останутся на текущем уровне. Возможны колебания, но координарных изменений не ожидается. Факторы, которые могут повлиять на рынок – глобальные события. Одним из ключевых факторов остается война в Украине. Экономическая ситуация в ЕС. Если экономика ЕС замедлится или начнется новый кризис, болгарские инвесторы могут стать осторожнее, что приведет к заморозке части сделок. Рост процентных ставок по ипотеке также может сдерживать спрос, делая кредиты менее доступными. Что это значит для покупателей? Если вы планируете покупку, не стоит ждать обвала цен, но спешить тоже не нужно. Лучше следить за ситуацией и искать выгодные варианты. Если вы инвестор, рынок остается перспективным, но нужно учитывать будущие экономические изменения. Вывод. Рынок недвижимости Болгарии в ближайшее время останется стабильным, но влияние внешних факторов может нести коррективы. Как вы думаете, будет ли рост цен в ближайший год? Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!